В этом выпуске вы увидите, как мы съездили к пингвинам, отремонтировали автобус и доехали до ледника Перито-Морено. Друзья, мы едем к самой южной точке нашего путешествия. Это юго-восточная конечность Южной Америки, которая находится на проливе Магеллана. Туда ведет 100 километров гравийной дороги, по которой можно ехать максимум 60 километров в час. Вот. Там мы надеемся увидеть большие колонии пингвинов, остаться там ночевать. Но отметиться, это дорога номер 1 в Аргентине. Там ее нулевая отметка. И оттуда мы начинаем подниматься только на север. Броненосца увидели наконец-то. Ура, 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 ура. Броненосец. Ой, классно. Вот тут пингвины живут. Приехали в царство пингвинячье. А вот на дороге бегут. Вон там сидят. Вот на дороге лежат. Убегай. Давай. Мы достигли южной точки нашего путешествия. Это Магелланов пролив. На той стороне находится уже огненная земля, Чили. Туда мы проехать не можем, потому что у Оли нет визы до сих пор. И ждем мы ее уже давно, и неизвестно, дождемся ли мы ее вообще. Поэтому мы решили ехать вдоль чилийской границы на север, постепенно поднимаясь по аргентинской стороне. А сейчас мы здесь, сегодня заночуем. Сам Магелланский пролив был открыт, естественно, Магелланом и сократил путь из Атлантики в Тихий океан и обратно. Мореплавателям больше не нужно было плыть через южную конечность огненной земли, мыс Горн. Ребята, у нас сегодня праздник, мы встретили пуму, решили это дело отметить. Тут еще подъехали немцы, французы. Поэтому сейчас мы перекусим. Французы путешествуют на таком огромном. Да, французы вообще молодцы, уже 5 лет путешествуют, по по зютой Северной Америке. Вот, мы сейчас отметим это наше увиденное сегодня. Пума, конечно, да, это бомбастиш. И пойдем встречать закат с пингвинами. Заяц, здесь ждем пуму. Где Дед Мороз?
это у нас тут собрался? Кто это у нас тут? У нас новые жители. Ты их наоборот загнал всех. Утром по дороге с пляжа за мной увязался злой лис, который очень настырно преследовал меня. Я не знал, что он хотел, и его прогнать мне удалось только с помощью дрона. Едем в мастерскую, потому что у нас образовалась проблема. Итак, у нас произошла первая поломка. Навернулся передний амортизатор. Заехали на Мерседес. Там надо ждать его 2 недели. Поехали искать неоригинальный. Нашли в одном магазине одну штуку за 230 евро. С ума сойти. Но делать нечего, пришлось брать. Но проблема в том, что нету к нему пыльника. И вот они сейчас решают, что с этим делать, где найти. Потому что до понедельника еще 2 дня. И не факт, что в понедельник найдем. Поэтому интересно, как это все закончится. Ехать дальше мы не можем. Там только маленькие городки. И будет еще сложнее что-то сделать. Поэтому будем ждать. Здесь уже, тем более, уже начали разбирать. Что-нибудь да получится. Вот такие мы красивые. А куда ушел наш амортизатор? Сложно сказать. Где-то погряз в этих руинах. Короче, соорудил вот такую конструкцию для пыльника. Не знаю, сколько это продержится. Как думаете? Это кусочек старого. Это кусочек старого. А вот это он вставил сюда. Блин, даже не знаю. Ну, вариантов нет. Пытается вставить обратно. Обшивку схерачил. Клянутся, что вода не будет попадать между 2 резинок. Ну, не знаю, посмотрим. Выбора у меня нет. Будем думать, посмотреть. Та-ди-да-дам, у нас ужин на краю света, где-то мы встали. Машин нет, никого нет. Ехали часа 4, попалось всего лишь навстречу 3 машины. И вот у нас такой ужин здесь. Правда, дождик за окном, но мы думаем, завтра проснемся и будет солнышко. Вот Оля сделала прекрасный ужин, бокал вина. Красота. Кино. Доброе утро, друзья! Сегодня 10 декабря, практически начало лета в южном полушарии. Заночевали мы вот в таком дивном месте на самом юге Патагонии. Едем через поля, местные пампасы и постепенно приближаемся к горному массиву Южной Америки, Андам. Они уже видны на горизонте, заснеженные вершины. Здесь абсолютно дикое место. За весь вчерашний день мы встретили всего лишь 3 машины. В Аргентине, на юге Патагонии, мало населенных пунктов, и между ними нет вообще никакой связи. Иногда попадаются только столбики с вызовом экстренной службы.
И все. То есть вы едете, и у вас нет ни интернета, ни телефона, ничего. Мы находимся на возвышенности, откуда будем спускаться в сторону озера, которое видно на горизонте. Возле него находится город Эль-Калафате, куда мы и держим путь. А сейчас мы едем в сторону ледника Перито-Морено. Мы заехали на территорию национального парка и заплатили по 12 евро с человека. Отсюда отходят катера и лодки к леднику. Стоянки вот, с таким вот видом. Мы идем к леднику, приближаемся по таким дорожкам. Дорогие друзья, мы доехали до этого ледника Перито-Морено. Он перед вами. Мы здесь останемся на 3 дня. Ледник очень старый. Помнит еще мою бабушку. Чем отличается этот ледник от других? То, что он не убывает. Он движется примерно по 2 метра в сутки, но все время пополняется. Сзади находится тыльная сторона, которая пополняется дождем, замерзает и снова 2 метра нарастает. Глубина его 160 метров под водой. Этот ледник является 3-м на планете по запасам пресной воды. Ну, вот. И самый живописный. Гусь хрустальный! Хрустальный гусь! Вот такой вот настоящий. Мама, ты жевали. Холодный очень. Ба-бам! Ба-бам! Друзья, мы все еще на леднике. Решили немножко перекусить местной патагонской еды. Ну что, ребят, мы посетили этот удивительный ледник Перито-Морено, выехали из него и решили заночевать буквально недалеко от въезда, потому что завтра наши билеты могут быть тоже действительными, 50% скидка. Вот. И мы решили остаться, потому что сегодня не было такой прекрасной погоды с синим небом, и мы надеемся, что, возможно, завтра погода немножко изменится, и появится синее небо, и поменьше туч. Вот, и мы еще раз заехали бы туда. А здесь такое место прекрасное. Под деревьями остановились с шикарным видом. Вот сейчас мы развернемся. Получается такая панорама на долину между гор. Там ледниковое озеро, и за ним уже находится ледник. Вот. И как мы видим, погода чуть изменилась, там даже появилось голубое небо. Возможно, завтра будет еще лучше. Надеемся. Если будет, то вернемся снова на ледник. А если нет, то поедем дальше. У нас еще много разных мест, которые надо увидеть. Оля решила немножко поработать. Рабочее место. Как никогда. Итак, друзья, мы приехали снова на Перито-Морено. Не зря мы
остались еще на один день. Так как видите, если слышно, это кусок отвалился от ледника. Так, как вы видите, сегодня классная погода, солнце, и мы не зря остались. Вау, обалдеть! Только что увидели, как рухнула огромная часть ледника. В этом месте высота его составляла 50-60 метров, и огромный кусок отвалился на наших глазах. Мы этого специально ждали момента, и вот теперь получили все, что хотели, и можем ехать дальше. До свидания, Перита Морено. Мы еще Вернемся. вот так готовят здесь баранину, плющат и грилят. Мы заказали блюдо из баранины. Оно состоит из 3 частей, из разных вырезок, с разных частей тела. Попробуем, как это будет. Нам принесли барашка, будем сейчас пробовать. Вот те, которые только что показывал Андрей. Такую собачку кормили еще его тоже косточками. Оля решила заказать местное блюдо. Пирожки, местные пирожки, вот такие вот. ¿Para comer acá o para llevar? Нашли в Эль-Калафате вот такой вот небольшой магазинчик, где делают выпечку и всякие вкусняшки. И купили вот таких пирожков. До этого мы брали в другом месте. Отвратные были. А здесь просто не оторваться. Это просто... Dos, ya. Uno. Espinaca. Ah, no, es spinach, ya? Sí. Ah, no. ¿De lamb? The lamb. ¿De lamb? Ok. Ahí Lamb. lo tengo. Окей. Вот. С ламом уже закончили, сейчас они новые принесут. А вот эти вообще просто бомба. Там помидоры вяленые, оливки. Здесь они делают сами тоже домашнюю лазанью. Вот. Потом еще какие-то запеканы. А сейчас мы направляемся в городок Эл-Чалтон, где нас ждет встреча со знаменитой горой Фицрой.